право на запись. Ну, это Все, не обязательно. мы в эфире. Мы в эфире. Замечательно. Так, сейчас я проверю только, чтобы вот эту ссылку все-таки действительно найти. Сейчас, дорогие друзья, добрый вечер всем. Как раз я надеюсь, что вы сможете нас найти. Как обычно, я в ссылку не попала. Так, сейчас одну секунду проверяю, где мы тут в эфире. Да, мы действительно в эфире. Так, сейчас я проверю только что. Так, сейчас, еще секунду. Я должна все-таки отправить людям, кто мне поверил, что я сегодня выйду по ссылке, я им должна отправить правильные ссылки. Жень, тебе сбросить тоже ссылку, да? В Телеграм? Да, будь добра, я в чат скину коллегам, пригласил их тоже поприсутствовать. Небольшой промоушен. Блондинки, да, так что я надеюсь, что они меня простят. Все хорошо. Добрый вечер, дорогие друзья. Я благодарю, Анет, тебя за то, что пригласила на данный стрим к обсуждению насущных вопросов, которые касаются каждого буквально человека, работающего с компьютером, по, скажем так, по обе стороны экрана. То есть либо это юзер, либо это, получается, уже какой-то разработчик. Так что, надеюсь, сегодняшний стрим у нас получится насыщенным, интересным и плодотворным. Да, я тоже, я очень на это рассчитываю. Женя, тебе большое спасибо за твою поддержку. И я знаю, что ты прекрасно понимаешь, что я совершенно не разбираюсь в технологиях, да, но я, видишь, я вот сегодня даже надела пиджак, чтобы показать, что я очень серьезно настроена. Это замечательно, и ничего зазорного нет, каждый человек специалист в своем направлении, поэтому я рад, что мы можем благодаря твоей аудитории поговорить на эти темы и, соответственно, познакомить людей с теми проблемами, с которыми сталкивается IT-сектор. Плюс мы будем читать также комментарии подписчиков и отвечать на вопросы, так что, думаю, будет интересно. Единственное, что, Анет, предлагаю ссылку запостить на YouTube в чате по той ссылке, я извиняюсь за тавтологию, да, логично. которая уже была анонсирована. Да, логично сейчас. Потому что кто-то мог открыть и ждать стрим. Могли наивные люди, которые думали, что вот как раз сегодня блондинки справятся. Ну, деглобализация, соответственно, такие проблемы неизбежны. Так, отлично, я ее... Да, надеюсь, что запостила. Жень, если ты не против, можем ли мы вот с нескольких новостей начать, потому что они сейчас у всех на виду. Да, и конечно. Да, я думаю, что люди, ну, правда, реагируют на них, причем эмоционально. Потому что, Женя, вот что меня удивляет, это то, каким образом сейчас новости подаются. Я вот была в совершенном изумлении. Сегодня я узнала от своей знакомой... Извини, пожалуйста, что перебиваю, но это важно. Я не вижу ссылки, которую ты запустила. Не вижу. А ты запустила в Zoom или на YouTube? Я думала, и там посмотрел. Положила. Так. А у меня сейчас, кстати, вообще... А ты не могла бы мне в Телеграм прислать? Она у тебя уже в Телеграме, да. Я туда не заглядывал, понятно. Я тебе сразу прислала. Извини. Извините, дорогие зрители, за заминку техническую. Да, сейчас мы разберемся быстро. Так, я сделал репост, и все, я с тобой, Анет, и с нашими уважаемыми зрителями. Так, ну что, начинаем. Итак, да, по поводу новостей. Вот я хотела сказать, что я очень удивилась, что сегодня вот я смогла выяснить, что, оказывается, английский язык-то в Российской Федерации можно сдавать, а вот проходила новость, что нет, что все, в общем, никто больше не получит вот этот сертификат английского языка. На самом деле это не так. На знание английского языка, аттестация, да? Да, вот именно аттестацию вот международного образца, это было везде во всех новостях, что нет, больше никак. В общем, россияне не смогут сдать английский, не смогут, естественно, переехать в англоязычные страны, но оказалось, что все работает, люди ходят, сейчас прямо сдают экзамены. И вот есть еще какая новость. Сегодня она вот везде прошла уже. Facebook и Instagram все-таки российские
власти блокируют как экстремистскую организацию. Жень, скажи мне, пожалуйста, как ты вообще видишь вот эту ситуацию российского интернет-сообщества? Потому что людям же нужно общаться. Анет, благодарю за вопрос, он комплексный, постараюсь на него ответить поэтапно. Прежде всего, начнем с чего? С того, что, если можно, я подойду издалека к этому вопросу и, скажем так, поэтапно мы по полочкам разберем и соберем эту мозаику. Мне кажется, что односложно ответить, скажем так, кратко будет неинтересно. Все-таки емкий ответ будет, наверное, более оптимальным. Так, ну ладно, закончили с предисловием, да. То есть, в принципе, сейчас мы наблюдаем картину так называемой культуры отмены, которая на Западе практикуется уже на протяжении, ну, я не знаю, сколько, довольно-таки уже продолжительное время, лет 5, наверное, точно. То есть культура отмены, если человек не вписывается своим поведением или каким-то неосторожным словом, оскорбил каким-то образом, скажем так, определенную часть аудитории, то этого человека мало того, что увольняют, штрафуют, его вычеркивают из истории. То есть cancel culture, культура отмены. То есть, грубо говоря, удаляют информацию о том, что он был участником чего-либо в той сфере, где он работал. Вот пример был с каким-то армрестлером, если мне память не изменяет, он что-то неосторожно сказал, и его даже из таблицы чемпионов убрали. Ну, это как пример, что такое культура отмены. И вот то, что сейчас происходит в мире в отношении России, это, в принципе, коллективная культура отмены. И на Западе, я бы даже так сказал, это даже дело не только в тренде, что компании для того, чтобы не потерять свой рынок, чтобы не заклевали этой компании, нужно обозначить свою позицию и сказать, что эта компания уходит из России. Нет, я думаю, здесь в том числе проблема еще лежит и в том, что такие компании не могут работать в России по той причине, что какие айтишные компании, они не могут сейчас принимать платежи, так как Visa и MasterCard не работают в России. И в этом случае, получается, они могут попытаться сделать приятное, скажем так, западному рынку, анонсировав, что они солидаризируются с мировым сообществом, но в то же время сохранить эту же аудиторию свою. Но это, я немножко ушел в сторону, я прошу прощения. Это отличное объяснение, Жень, большое тебе за него спасибо, потому что ведь действительно за многими процессами, да, лежат просто деньги, стоят бенефициары, и твое объяснение, оно абсолютно просто вот ложится мне на сердце, да, конечно. И получается тогда, что YouTube, скорее всего, он уйдет в силу тех же причин. Монетизация же сейчас уже запрещена, смысл оставаться. Так здесь самая большая проблема, которая заключается в отсутствии свободы, о чем на вашем канале неоднократно эта тема поднималась, по большому счету. Отсутствие свободы на Западе и, в принципе, цифровой концлагерь. В данном случае мы имеем дело с чем? Очень важный момент, о котором я сегодня хотел поговорить, но, получается, настало время даже раньше приступить к обсуждению этого вопроса. Какого? Дело в том, что сейчас много ведется разговоров о том, что меняется, скажем так, мировой гегемон и, скажем так, центр силы из США перемещается, грубо говоря, в Юго-Восточную Азию, условно говоря, в Китай и так далее. Это все красиво звучит, конечно, мы можем взять какие-то аналитические отчеты, грубо говоря, посмотреть внутренний валовый продукт, вот это вот все, макроэкономика и так далее. Но сегодня мы говорим о чем? Об IT-мире. И вот лично мое скромное мнение, у айтишников просто нет альтернативы, потому что мы завязаны намертво на западный мир, потому что то, чем мы занимаемся, это, я не знаю, что в Китае, они изолированы, это отдельная культура, как они работают. Вот я могу по своему опыту сказать, что мы разрабатывали решения, которые вывели на международный рынок. И из Китая
за 7 лет буквально несколько человек было. Ну, возможно, это специфические решения, но основная аудитория США примерно 50% и остальной мир, ну, в данном случае Европа и уже Новая Зеландия и так далее. То есть, в принципе, западный мир условный. Это потребители, consumers, так скажем. То есть люди, у них в глобальном Западе, скажем так, сформирована культура оплаты. То есть человек, он не будет искать где-то на торрентах что-то пиратское. Для него заплатить 20 евро или долларов – это нормально для того, чтобы получить продукт. И поэтому, выйдя на такой рынок, конечно же, мы не можем найти альтернативу. И как у китайцев функционирует в Поднебесной интернет, я не знаю. Возможно, их же большое количество, возможно, у них есть какие-то свои решения. Опять же, языковой барьер. Если мы все общаемся между собой на английском языке, ну, я имею в виду в IT-сфере, в международном масштабе, то, что творится в Юго-Восточной Азии, нам неизвестно. Соответственно, в силу того, что вот эти вот процессы, как мы все уже слышали неоднократно, центр, скажем так, экономического веса, если можно так выразиться, центр силы экономической перемещается в Китай, мы этого не ощутим, айтишники, потому что наши решения никто не будет оттуда покупать. Ну, либо нужно действительно найти человека, нашего, русскоязычного, который много лет прожил в Китае, он знает хорошо этот язык, культуру, и этот человек смог бы, к примеру, просто рассказать, как это все происходит у них там. А это не просто разговоры за чаем, грубо говоря, это большая аналитическая работа, которую нужно провести, исследования, в каком секторе, потому что, ну, грубо говоря, вот человек хочет, допустим, выйти на рынок такси, и не просто на рынок такси в качестве стартапа какого-либо, то есть организовать, к примеру, сервис, сайт, грубо говоря, и инфраструктуру для того, чтобы взаимодействовать с водителями и поставлять им заказы, грубо говоря. Вот чтобы это все организовать, это же бизнес-модель. Нужно просчитать рынок, грубо говоря. И это я извиняюсь, я просто, может быть, отвлекся, но привел пример, чтобы меня поняли. То есть для того, чтобы понять, что творится в Китае, мы должны прощупать и понять их слабые и сильные стороны, чтобы вообще как-то туда войти. Но есть Это слишком Китай. много, да, я поняла, что есть просто слишком много причин, которые делают это взаимодействие невозможным, да, и в первую очередь те, которые на поверхности, это язык, культура, но еще плюс, наверное, вот их безопасность с очень большой буквы «Б», я думаю, что они будут прям, да. Плюс вот я, насколько слышал, у китайцев в их менталитете и в их культуре нет слова «нет», они не могут или «да». Этого нет. То есть, когда ведешь переговоры с китайцами, они, боясь тебя обидеть, будут вокруг да около проблемы ходить. И это, в общем-то, определенные сложности доставляет. Ну, это ладно, с этим можно все-таки, я думаю, все люди разумные найдут контакты, можно почитать трактаты, как общаются с китайцами, грубо говоря. Есть же какие-нибудь наверняка пособия, ну, вообще бизнес-рекомендации и так далее. Речь не об этом. Китай нам нужен, конечно же, как мастерская, прежде всего, потому что на данный момент ручки, грубо говоря, инженеры там. Ой, нет, извините, инженеры, они, конечно же, в Америке, те, кто разрабатывает, а рабочие, конечно же, пока в Китае. Поэтому Китай можно рассматривать как производитель товаров. Но непосредственно, когда мы говорим о потребителях, это западный рынок, прежде всего, оттуда будут покупать финальный продукт. И в этом случае, вот возвращаемся к нашему разговору, конечно же, мы, айтишники, у нас просто нет альтернативы, и мы, я уж извиняюсь, скажем так, это не пораженческий, конечно же, настрой, но мы сейчас на острие атаки, так как у нас нет альтернативы. Либо замыкаться внутри СНГ и России и работать на внутренний рынок, грубо говоря, либо, если мы хотим сохранить контакты с международным сообществом, тогда мы вынуждены выстраивать взаимодействие и выстраивать эти все бизнес-процессы, исходя из текущих реалий. Это то, о чем мы поговорим сейчас.
Я так понимаю, что как раз правительство Российской Федерации, да, сейчас всячески пытается все-таки удерживать айтишников в поле, да, в России, и этому вот свидетельствуют такие сообщения, как льготная ипотека, отсрочка от армии тоже, да, сейчас предлагается, и я уверена, что сейчас будут или уже распределяются бюджеты на эту сферу, потому что вот, например, есть такое сообщение, что вообще под ударом стоят наши, я могу это назвать государственными IT-системами, Так. наши базы данных в России, да, все это сейчас стоит под огромным ударом из-за того, что ряд компаний покинул рынок, вот в том числе Adobe Microsoft, Dell, Lenovo, HP и некоторые еще другие. И вот, кстати, еще было сообщение о Киско, компания, которая имеет 50% рынка сетевых инфраструктурных решений и оборудования для него. То есть это компания, через которую, по сути, люди имели вот это вот интернет, да, супер быстрый, супер устойчивый. Между прочим, вот, Жень, знаешь, я вот сейчас, когда готовилась к нашему стриму, да, я Так. читала о состоянии IT в России, и я нашла столько сообщений о том, что, значит, структура, вот эти базы, да, про государство, они совершенно никуда не годятся. Я вот тебе вот честно хочу сказать, здесь вот люди, да, друг другу шлют бумажные письма, вот состояние вот этой инфраструктуры, да, В айтишной, Германии. да, в Германии, во Франции, ничего вообще сделать нельзя. А если можно, то ты 10 раз потом об этом пожалеешь, потому что что-то будет не вовремя, там кто-то не получит, это просто совершенно никуда не годится. Я уже об этом говорила, здесь это очень такая отсталая история. И я понимаю, что действительно есть сейчас огромный спектр, который должны поддерживать наши IT-специалисты. Да, да, Анет, конечно, это очень важный момент. Я благодарю тебя за то, что ты, скажем так, задала этот вопрос. Мы должны об этом поговорить. Что я хотел сказать по своему скромному мнению? Нужно, оценивая в целом состояние IT-отрасли в России, нужно, я думаю, тут общий срез, это будет как средняя температура по больнице. Тут, наверное, нужно брать сектора. И с учетом того, что название у нас сегодняшнего стрима «Деглобализация», то есть мы сейчас находимся в состоянии глобального рынка, вовлеченности в глобальный рынок. То есть если во времена холодной войны каждая, скажем так, супердержава имела свои наработки, разработки во всех отраслях, и это засекречивали для того, чтобы не создавать конкуренцию, грубо говоря, то, конечно же, начиная с 90-х годов, все поменялось настолько, что мы привыкли к тому, что мы, в принципе, пользуемся гаджетами, пользуемся различными наработками, и для нас это, в принципе, естественное состояние вещей. Но следует учитывать, что зачастую по каким-то направлениям нет аналогов не только у нас, но и у других стран, потому что есть монополист, компания, которая заняла этот рынок, например, чипы, которые в Тайване производятся. Да. То есть это монополия, по большому счету. Это маленький пример. Если говорим об IT по части технологий, то вот, как ты правильно заметила, есть Киска, ЦИСКа, точнее, правильно говоря. Вот, и, соответственно, различные базы данных, системы безопасности и так далее. То есть раньше, поскольку никто не мог подумать, что конфликт зайдет, в принципе, на такой уровень. Да или вообще, что он начнется. Я 22 числа говорила, что это невозможно. Конечно, грубо говоря, если бы нам 5-10 лет назад сказали, что будет такой конфликт с Украиной, то у виска покрутил бы каждый человек, сказал бы, вы что, с ума сошли, такого быть не может. Ну, к сожалению, в нашем мире может быть все. И это зависит, к сожалению, опять же, не от людей, а от кукловодов, которые своими грязными щупальцами, грубо говоря, манипулируют и собирают эту смертельную жатву. Я извиняюсь, не знаю, как ударение правильно поставить. Урожай собирают, грубо говоря, душ. Поэтому в данных условиях, конечно же, я призываю всех сохранять здравомыслие прежде всего. И нужно понимать, что мы, айтишники, мы не враги друг другу. И люди, в принципе, также не враги. Мы все хотим, каждый человек хочет воспитывать своих детей,
создавать семьи, получать радость, дарить любовь и так далее. Но базовый набор, в принципе, ценностей, которые каждой культуре, каждой национальности и религии свойственен. Но, как говорится, разделяй и властвуй, вот эта пословица римская, да, она применяется сплошь и рядом, поэтому мы получили вот эту ситуацию. И в данном случае сегодня я хотел бы поговорить именно о том, как выйти россиянам из-под удара, а также всем русским людям, которые под ним находятся. И поговорить, конечно же, о наших соседях из Украины по части IT-технологий, потому что у нас не политический стрим, конечно же, а почему об этом стоит упомянуть? Потому что Россия и Украина, наши IT-сообщества тесно, это, в принципе, одно целое, по большому счету, потому что пользуемся одним языком для решения рабочих задач. И в силу культурных А связей... Белоруссия, я слышала, Да. что и в Белоруссии тоже, в том числе отменные специалисты, и что они и как на Западе востребованы, так и у себя в стране тоже, да, в том числе? Анет, совершенно верно. Беларусь и Казахстан в том числе. Я Казахстан. прошу прощения, не упомянул эти страны, но они достойны этого, конечно же. И вот говоря, возвращаясь к предыдущей теме нашего разговора, говоря, скажем так, о невозможности продаж. Вот есть компания JetBrains, она в Чехии расположена. Это русские люди, которые переехали в Чехию и разработали линейку программных продуктов, которые продают. Ну, налоги они платят в Чехии, но этнически русские работают там. И эти люди были вынуждены уйти с российского рынка по той причине, что, во-первых, да, конечно, можно найти лазейку и принимать оплату, например, криптой, и не анонсировать это. Но, видимо, пока они к этому еще не пришли. Им было проще, я думаю, скорее всего, 20% продаж потерять, но сохранить 80%. Или их просто заклюют, грубо говоря. Тем более с таким бэкграундом, они русские, то есть уже находятся под ударом. Вот об этом мы тоже сегодня, наверное, немножко поговорим, как себя чувствуют русские люди и русские немцы, которые проживают в Германии, которые переехали 10, 15, 20 лет назад, давным-давно дистанцировались от России по части именно политических процессов. У них у многих паспорта ФРГ. Да, здесь есть немцы, да, русскоговорящие, у кого только один паспорт немецкий. Да, и таких очень много. То есть, когда заявляет цифру в 5 миллионов россиян, да, я думаю, что вот туда как раз не входят те, у кого нету русского паспорта уже давно-давно, но это те же люди, да, которые переехали, просто здесь была определенная волна, была смена повестки, смена ракурса, что касалось прибывающих в страну, и в какой-то момент людей заставляли выбирать гражданство. Потом это как-то отрегулировали, поделили на группы, значит, этим не надо выбирать, этим надо, но оказалось очень много людей, которые вот сейчас, вот в эту цифру 5 миллионов, они не входят по причине единственного паспорта. Ну да, это огромное на самом деле количество людей здесь. Да. То есть, конечно же, и эти люди, опять же, сейчас, к сожалению, вынуждены быть под ударом, находиться под ударом в силу вот этих всех процессов, которые происходят, хотя они, по большому счету, не имеют отношения к тому, ну, к государству российскому. Опять же, но также многие люди... Это очень больной вопрос, конечно же, но раз мы его начали, наверное, нужно закончить. Безусловно, многие люди, все мы страдаем, все без исключения на текущий момент уже находятся под ударом. И особенно, конечно же, тяжелое испытание там, в Украине, потому что люди умирают в силу тех процессов, которые там происходят. И это очень печально на самом деле. Я хотел бы сказать следующее, и, конечно же, со мной, я думаю, согласятся все абсолютно, что очень важно, чтобы кровопролитие завершилось как можно скорее. Что будет потом? Как будут политики договариваться? Это, конечно же, дело десятое. Самое главное, чтобы люди перестали умирать. Вот это самое важное. И пока на текущий момент, говоря про, опять же, деглобализацию, пока, конечно, у нас острый момент – это Россия против западного мира, грубо говоря. Но чуть раньше я хочу напомнить
под таким же ударом и находится, если мне память не изменяет, Куба. То есть поставка программного обеспечения была ограничена в эту страну. Они ездят на старых автомобилях. Сколько можно было посмотреть стримов про путешествия. То есть запрет на экспорт современных технологий. Китай, ну, возможно, также имеет определенные ограничения. Но и про Иран мы должны не забыть про Иран, который также страдает от санкций. Но мы сейчас переплюнули, Россия, переплюнули по количеству санкций Иран, конечно же, но я хотел сказать, что вот эта текущая ситуация, она не единственная, и Россия не является первопроходцем, когда большую державу заклевала, вот скажем так, клика западных стран. Нет, конечно. Жень, а каковы вот перспективы, на твой взгляд? Как вот ты оцениваешь, вот если вот действительно вот сейчас те процессы, которые ты вот видишь, да, в IT-сфере, если они будут продолжаться точно так же, и как тогда потянут ли российские айтишники полностью выстроить структуру? Вот Виктор Андреевич здесь пишет, что Россия успела построить себе огромные сервера, куда стекается вся информация, по примеру, США и Европы. Вот он спрашивает, так это или нет. Ну, я честно скажу, я не обладаю такой информацией по поводу больших дата-центров, анализирующих big data, это называется, анализ больших массивов данных. Я не располагаю такой информацией, честно говоря, поэтому затрудняюсь именно этот момент прокомментировать. Но говоря в общем, какие вызовы мы сейчас получили, с чем мы можем столкнуться и что дальше делать, вот на этот вопрос я попробую ответить, конечно же. Сейчас самая большая проблема заключается в том, что в принципе не работают вообще никакие договоренности. То, что мы видим, Да, зачем Запад это делает, понятно. Они пытаются спровоцировать недовольство внутри нашего гражданского общества, чтобы оно повлияло на руководство страны и таким образом что-то изменилось. Но это политика, которая на самом деле несет отрицательный эффект, потому что люди они злятся, потому что их лишают, в принципе, привычных вещей, и они консолидируются вокруг руководства страны. То есть вот такие меры, об этом вот просто не хотелось бы перескакивать. Я, наверное, закончу отвечать на вопросы и хотел бы высказаться, потому что то, что дальше, то, что, в принципе, о чем я хотел поговорить, это очень важно, потому что сейчас почему не работают договоренности? Некоторые разработчики начали вшивать вирусы, malware, в общем, грубо говоря, черви и прочее, то есть уязвимости в открытый код. И цель – поражать компьютеры жителей Российской Федерации и Беларуси. Такие прецеденты были. То есть если раньше мы боялись ставить нелицензионное программное обеспечение, потому что там мог быть подарок, это либо сбор данных по вашим кредиткам, либо это майнер какой-нибудь или еще что-нибудь и так далее, да, то сейчас, получается, нам, людям, которые пользуются официальными какими-то копиями, пока лицензия оплаченная не завершилась, нам даже страшно делать обновления, потому что нет гарантий. Анет, ну если какая-то ассоциация по борьбе с раком, с болезнью, отказалась поставлять лекарства в Россию, то я думаю, что вполне по силам крупным компаниям типа Apple вшить какой-нибудь подарок, в кавычках, в очередное обновление операционной системы, и наш компьютер превратится в груду железа. То есть это так делается? То есть ты обновляешь телефон, а там привет такой? Не исключено. Не исключено. Пока этого не было. Я пример привел частных инициатив, например, каких-то библиотек или скриптов. И есть, вот я буквально несколько дней назад получил доступ к файлику, где ведется список вот этих уязвимостей, которые были найдены в разных абсолютно пакетах, которые используются для разработки в разных сферах. То есть это не только веб, но и, допустим, геймдев, разработка игр. Там такой подарок находили. Анет, доходило до того, что, грубо говоря, система определяла, если компьютер принадлежит по IP, по API адресу, если Россия и Беларусь форматируется Винчестер со всеми данными. Представляешь?
Ну, то есть это вредительство такого уровня, что я не знаю, э, на что рассчитывал автор, что люди, получив чистый отформатированный винт, они что, будут солидаризироваться, с кем они будут солидаризироваться? С Западом или с руководством своей страны? То есть эффект абсолютно Женя, скажи, отрицательный. пожалуйста, ну вот могут ли российские айтишники вот просто вот взять и заменить? Я не говорю завтра, конечно. Я понимаю, что это не сделать через год, но возможно ли, допустим, за 10 лет к этому прийти? Я думаю, что с учетом складывающихся политических вызовов это нужно будет сделать буквально за 2-3 года. И, в принципе, все ресурсы есть. Но, опять же, все зависит от конкретной сферы. Не могу, опять же, это как А что средняя самое температура главное? по Вот, больнице. что вот, по-твоему, самое главное? Какая сфера IT самая важная именно для государства? Я Ну, я сейчас не думаю, говорю, что для безопасность. Прежде всего, безопасность. безопасности. Конечно, сохранность данных это наше все, потому что Но мы это, можем, наверное, и также, да, было разработано российскими специалистами, наверняка. Или мы могли ну, покупать у американцев безопасность? мы можем, опять же, обратиться к примеру Неужели мы так Китая делали? и с его, скажем так, великой китайской стеной, в кавычках, ну, это, грубо говоря, система, которая защищает firewall, которая защищает э, и Китай, и, скажем так, препятствует жителям Китая получать доступ к определенной информации. То есть такая цензура небольшая своего рода. Говоря, опять же, о том, кто это все разработал, мы непременно переходим к обсуждению вопроса, что такое open source, то есть открытый исходный код. Что это такое? Если раньше, к примеру, каждая команда, скажем так, создавала какие-то свои движки, наработки, решения, узкая прослойка людей, 5, 2, 1, 10 человек, команда, и пользовалась этими наработками, то открытый исходный код, программный код, означает, что код может любой желающий посмотреть, проверить на предмет каких-то уязвимостей. То есть это принцип доверия и принцип комьюнити, сообщества, когда люди из разных стран могут совместно участвовать в улучшениях и доработках какого-либо программного решения и, грубо говоря, всем миром делать программный код лучше. И эта концепция замечательна. Но сейчас мы видим, что эта концепция уже, в принципе, в процессе обрушения. Это все зависит, конечно же, от непосредственно каждой конкретной компании, каждого конкретного случая, но то, что я вижу, получается, какой-либо энтузиаст может добавить код, не согласовав с другими участниками, просто потому что ему так захотелось выложить релиз, и жители, допустим, России могут получить, ну ладно, уже не будем возвращаться к примеру форматирования винта, но, например, баннер с антивоенным призывом. За это я хочу сказать, у нас сейчас уголовное наказание в текущей ситуации. Представьте, человек занимается разработкой государственного портала, установил официальное обновление, а у него на сайте, к примеру, через неделю специально с отложенным запуском, через неделю выскакивает баннер с какой-либо критикой, и за это, конечно же, айтишника могут даже уголовно, ну, в общем-то, меры принять определенного Значит, рода. нужно теперь этот исходный код закрывать. Здесь речь идет о том, что у нас просто на текущий момент нет таких ресурсов для того, чтобы по всем направлениям сделать аналоги. И, скорее всего, я думаю, здесь каждый будет выкручиваться сам в зависимости от направления. Ну, я пока сейчас мыслю проектом уровнем маленького бизнеса, а если говорить в масштабах государства, ну, в этом случае то, о чем ты, Анет, упомянула, государственные меры по поддержке IT-сектора, я думаю, что они включают в том числе и оплату работы команд разных, по разным направлениям, которые будут оперативно закрывать, скажем так, пустоты, потому что открытый программный код хорош тем, что вот эти все изменения, которые вносятся, почему мы о них узнали? Потому что код открыт. Люди посмотрели комменты последние, изменения, имеется в виду кода, увидели вот это вот все дело и забили тревогу. Поэтому в данном случае, я думаю, здесь скорее нужны какие-то аналитики, которые будут
ну, аналитики, я имею в виду люди, которые будут тратить свое время на проверку этих пакетов обновлений и либо форкнут, я буду пояснять, форк – это, грубо говоря, копия программного продукта, которую ты сделал, и начинаешь вносить свои изменения параллельно с основной веткой разработки, грубо говоря. То есть либо мы будем делать копии без нарушения авторских прав, да, упомянем, конечно же, что вот это форк такого-то дистрибутива, грубо говоря. Либо будут какие-то отдельные свои ветки с вносимыми патчами, правками, либо мы будем какие-то уже свои решения разрабатывать, исходя из потребностей. Но тут направлений очень много разных, но я думаю, что по части безопасности уже у нас не все так плохо. Напомню, что IT-сектор, в принципе, он всегда был довольно-таки сильным в России, особенно когда государство не контролировало эту отрасль и не мешало, не регулировало. То есть у нас очень в этом отношении большие сильные команды, которые специалисты и команды, и специалисты охотно работают и взаимодействуют с западными компаниями. То есть это вот как раз-таки есть вот этот мировой интеграционный процесс, когда человек, грубо говоря, может работать на американскую компанию, получать зарплату в долларах, жить либо в Москве, либо в маленьком городе, и издержки, Анет, не арендовать квартиру за $3000 где-нибудь в Нью-Йорке, да, грубо говоря, снимать за 30 тысяч квартиру и жить в шоколаде в России. Вот до недавних пор такие случаи, конечно же, были. И вот эти люди вынуждены сейчас уезжать из России по той причине, что краник закрылся. Ну, вот некоторые говорят, в трудное время человек покидает страну, как плохо и так далее. Да? Ну, на самом деле, что здесь такого? Человек получает оплату за свой труд. Если сохранить лояльность этого человека, то он вернется обратно и инвестирует эти деньги уже в нашу страну. А если мы будем кричать, кидаться тапками, что уезжайте, там, грубо говоря, крысы убегают первыми с тонущего корабля и прочие обидные эпитеты, то это никоим образом не формирует позитивный бэкграунд. А ведь каждому человеку, это очень важный момент, это, наверное, тема отдельного стрима, но я очень кратко скажу. Все очень индивидуально и зависит, наверное, от каждого конкретного человека и его возраста. То есть, когда человеку 20 лет, то он готов, скажем так, очень быстро влиться в новую культуру. Когда человек уже 40 лет, его будут раздражать какие-то культурные особенности в виде всего того, что обсуждается у нас на канале. И он задумается, а захочет ли он иметь детей в такой стране и так далее, и так далее. А вот эти все минусы, высокие налоги, а может быть вернуться домой и сделать свой маленький рай самому. То есть я к чему подвожу? К тому, что не нужно подвергать остракизму людей, которые вынуждены в текущих условиях переехать в ближнее зарубежье для того, чтобы продолжать работать и зарабатывать деньги, потому что эти люди – это ценный актив. Войны, они же ведутся не только оружием, они в том числе ведутся и за нематериальные ресурсы, за мозги, за потенциал, за инженеров, ученых, программистов и так далее. Это то, что, в принципе, является богатством страны. И если мы вспомним пример из истории, я уж извиняюсь, отвлекся так немножко, но Дания, меня очень восхищает это маленькое государство, вот именно по части того, как они смогли подняться, потеряв огромное количество своих приобретенных территорий, оставшись на клочке на вот этих островках, датчане, в принципе, были отрезаны от всех ресурсов, и единственное, что у них оставалось, это потенциал человеческий, и они смогли его аккумулировать и добиться хороших результатов. То есть вот для меня это, или Эстония, например, тоже маленькое государство, которое, скажем так, благословило, если можно так выразиться, IT-сферу и занимает очень хорошие позиции. В том числе туда переезжают русскоязычные айтишники, потому что создана экосистема. И сейчас, я надеюсь, в России также будет создана своя экосистема. Да, она, к сожалению, будет пока изолирована от мировых процессов, но тем не менее, очень важный козырь – это наши специалисты, которые при правильной мотивации смогут очень быстро восполнить вот эти все пробелы, которые сейчас возникают. Потому что на данный момент общая глобальная архитектура рассыпалась.
Да, она рассыпана для нас, для жителей России, во всяком случае. Ну как для нас? А что же вот эти вот компании, они уходят? Неужели они себе совершенно никакого вреда, что ли, не причиняют? Безусловно, причиняют. Во-первых, это потеря репутации, потому что Россия – это 140 миллионов населения, грубо говоря, а есть еще другие страны, и их много. Это и Бразилия, и остальная Латинская Америка. Наберется, я думаю, несколько сотен миллионов, да, нужно считать. Ну, грубо говоря, большие рынки, Юго-Восточная Азия, Филиппины и так далее. То есть там люди внимательно отслеживают все эти процессы. А я хочу напомнить, что замороженные конфликты, они даже в Европе имеются. Та же Каталония, грубо говоря. Да. Или при должном усердии можно и Баварию отделить. Но это никому не нужно, но я пример привожу, когда внешний игрок хочет внести смуту, всегда найдутся какие-то, грубо говоря, рычаги воздействия. Поэтому в данном случае, конечно же, создан большой глобальный прецедент, заключающийся в том, что у нас кризис доверия, потому что, как я вот чуть ранее упомянул, страшно не обновлять операционную систему или какой-то софт. Страшно не обновлять, потому что могут быть какие-то уязвимости, которые в обновлении закрывают эти уязвимости. И страшно обновиться, потому что ты уже не знаешь, ты не доверяешь этим компаниям, если они... А почему ты им не доверяешь, я сейчас объясню. Многие айтишные сервисы 50 на 50, я думаю, кто-то просто составил письмо и сказал: извините, уважаемые пользователи, но вы являетесь гражданами страны, которая вот плохо себя ведет, грубо говоря, поэтому мы предлагаем вам, скажем так, уйти от нас там в течение недели или 5 дней или 2 недель, по-разному. Делают money back, возврат средств за оплаченную услугу. А кто-то кидает сразу. То есть нет возврата денег, нет возможности продолжать пользоваться услугами, просто сразу все. И вот это является кидком, потому что с точки зрения бизнес-процессов это неправильно. Да, возникла проблема, возникла ситуация, но вы дайте людям уже до конца использовать то, за что они заплатили, а дальше можете не продлевать им, к примеру, подписку или что-то в этом роде. То есть сейчас мы получили именно тот самый прецедент, когда мы не можем доверять крупным компаниям, потому что мы не знаем, как они себя поведут. Они кидают пользователей своих. И в этом случае получается, что мы получаем деглобализацию, то есть рассыпается интеграционные вот эти все процессы, они рассыпаются по большому счету. Жень, значит, получается, что вот российским, да, IT-специалистам, значит, нужно сейчас срочно. А скажи, пожалуйста, вот ты говорила об этом процессе, да, получается, что нужно следить, можно ли использовать новое обновление этих сходных кодов, либо надо возвратиться к бэкапу, да, я правильно поняла? Грубо говоря, проблема? Я бы рекомендовал, если на уровне простых пользователей, допустим, если у вас выскакивает обновление в телефоне или операционная система на компьютере, подождать хотя бы несколько дней и почитать профильные издания, которые посвящены обзорам ПО. Как правило, там может проскочить информация определенного рода. И вы уже будете знать, стоит обновляться или нет. Ну, хотя бы так, на уровне простых пользователей. На уровне именно вот непосредственно разработчиков тут все очень индивидуально, и, конечно же, теперь нужно, я думаю, в каждом конкретном случае прощупывать лояльность разработчиков, то есть кто-то занимает нейтральную позицию, таких довольно-таки много. Они тоже не хотят терять рынок российский, и они просто не высказываются никак, потому что для них Россия важна. И я должен заметить, что мы, допустим, не такой большой рынок в плане потребления, но мы гигантский рынок по части вот этих правок, изменений, улучшений. То есть активная часть, скажем так, специалистов, которые занимаются развитием технологий, они находятся здесь. И они принимают участие, они вовлечены. Поэтому терять такой ценный, даже не рынок, а комьюнити, наше комьюнити терять, это просто выстрелить себе в ногу. И если человек, руководитель компании,
здраво рассуждает и понимает, к чему это приведет, он, конечно же, сделает все возможное, чтобы избежать таких последствий. Женя, ну сами же смогут российские эти специалисты? Я вот что очень хочу услышать, смогут или не Да, смогут? я понял, Анет, конечно же, смогут. Ну, Смогут. опять, смотря в чем. Тут все зависит от поставленных задач. А Технологии. железо, вот здесь пишут, что железа тоже не будет. Вот это действительно так? И действительно ли будут такие проблемы? Ну, к сожалению, я должен Да? признать, что да, пока такие проблемы есть. У нас нет альтернативы на текущий момент каких-то отечественных разработок, потому что в плане глобальных процессов мы видим, что чипы производятся в Тайване, например, да, вот, допустим, видеокарты, все очень сегментировано и так далее. То есть, ну, опять же, смотрите, если говорить о каких-то критически важных разработках, то кто запретит России кулуарно закупать железо в соседних странах, грубо говоря? Не для рядового потребителя, а для госучреждений, либо вообще разработать что-то тихонечко свое, потому что есть информация неподтвержденная, я не могу сказать, так это или нет, но я слышал, что даже в железе есть определенные уязвимости для тех, кто это железо разрабатывает. Ой, у них есть лазейка, я так скажу. То есть, ну, опять же, это на уровне пока слухов и домыслов, поэтому, конечно же, деглобализация, она прекрасна в какой-то части, потому что, когда возникает кризис доверия, в этом случае нужно рассчитывать на свои силы. И если государство, если государство позаботится о, скажем так, запасной какой-то шхуне для отступления, в этом плане такому государству будет проще вести маневры, бой, скажем так. Я прошу прощения за косноязычность, как-то слишком закрутил, но я думаю, смысл понятен. То есть, ну, я не ответил на твой вопрос, Анет. На текущий момент, да, если говорить о программной части, у нас есть все условия, у нас самое главное, есть специалисты внутри нашей страны и соседних стран, то есть Беларусь, Казахстан, их тоже можно привлечь, тем более Беларусь также является сейчас страной, которая страдает от тех процессов, которые происходят. Соответственно, да, мы можем в кратчайшие сроки, опять же, подчеркну, при должном финансировании и внимании со стороны государства, мы можем заменить, скажем так, недостающие какие-то сектора айтишной сферы, но не все. Например, какие-то программные продукты, которые десятилетиями разрабатывает крупная компания всем мировым сообществом, Adobe, допустим, пакеты какие-то, да, и так далее. Будем искать аналоги бесплатные, что-то делать новое. Ну, то есть... Ну, наверное, можно новое, но даже пускай они десятилетия разрабатывали. Мне кажется, Жень, вот поправь меня, если я не права, да. мне кажется, что вот, допустим, что касается развития Adobe, я его видела регулярно, там, каждые там 2-3 года, да, я его снова видела, ну, потому что у меня работа все-таки была связана с фотографиями. Если честно, мне кажется, что вот эти вот, то, что ты называешь, они разрабатывали 10 лет, мне кажется, что они просто с нуля делали программу, там, каждые, там, не знаю, ну, 2-3 года, например. Разве не так? Отличия же просто огромные во всем. В железе, в потребностях пользователей, да, в возможности распространения там, конечного продукта. И, ну, потому что, ну, ведь все же, да, менялись даже эти типографские машины. То есть, на мой взгляд, если все-таки проанализировать, например, Adobe Photoshop, да, то, наверное, все-таки 2 года мы можем сказать, что разрабатывалась, к примеру, последняя версия. Или я не права? Ну, здесь я думаю, что на самом деле это не такая большая проблема по той причине, что был пример буквально вот 10 лет назад, даже не вспомню название этого программного продукта, но я запомнил саму новость. 2 брата из Литвы разработали бесплатно, условно бесплатный аналог Photoshop на тот момент и заработали несколько миллионов долларов на тот момент. То есть этот редактор был условно бесплатным, Donation Ware.
по-моему, если мне память не изменяет. То есть люди могли донатить и выражать таким образом свою поддержку. И с миру по нитке набралось несколько миллионов долларов. Да, это немного для масштаба большой компании, но они на тот момент смогли откусить кусочек пирога, грубо говоря. То есть это пример того, что даже малыми силами можно компенсировать какие-то, в общем-то, потребности, закрыть потребности рынка. Поэтому, я думаю, все будет хорошо. Прежде всего, хотел бы обратиться ко всем слушателям, которые так или иначе работают в сфере IT. Друзья, не унывайте, не опускайте руки, все будет хорошо, но не сразу. Объективно говоря, сейчас мы находимся еще конфликт на стадии развития, к сожалению. И то, что сейчас происходит, последствия будут на долгое время, конечно же, будут присутствовать долгое время. Но мы не должны опускать руки. Мы, конечно же, мы все, каждый IT-специалист, я думаю, должен задуматься над тем, чтобы... Ну, это опять моя философия. Каждый человек должен задуматься об отступных каких-то вариантах. То есть, грубо говоря, разработать какую-то среду для себя, выработать стек, альтернативные решения найти, посоветоваться с коллегами, прийти к этому решению. Нельзя теперь зацикливаться на чем-то одном, конечно же. Всегда нужно находить какие-то альтернативные пути решения проблемы. И пока я вижу основную проблему с железом. Да, это действительно проблема. У нас нет производственных мощностей, и я не слышал, чтобы что-то строилось для того, чтобы разрабатывать отечественные аналоги непосредственно железа нашего, компьютерного, грубо говоря. А в отношении программных продуктов, я думаю, все будет хорошо, я в этом уверен. Сейчас самое главное – это вопрос безопасности, чтобы, грубо говоря, недружественные действия с третьих стран не привели к каким-то необратимым процессам ввиду внесения изменений. То есть, грубо говоря, хакнуть базу и на людей навесить кучу кредитов. Так, ну, это самое простое, что сейчас в голову мне пришло, ну, такая пакость маленькая, да, ну, то есть, ну, а в более крупных масштабах, конечно же, это можно и, ну, сейчас, не знаю, на уровне каких-то фантастических фильмов придумывать. Я не думаю, что сейчас есть смысл об этом говорить, но безопасность – это самое первое, над чем нужно, конечно, работать, и в этом направлении работа ведется уже сейчас, поэтому все будет хорошо. В любом случае. Женя, у нас тут два очень интересных вопроса. Лилия Ахмедшина спрашивает, насколько остались доступными открытое программное обеспечение для российских пользователей? Такой вопрос у нас задает. Ну, в принципе, в этом вопросе содержится ответ. Открытое программное обеспечение подразумевает, что нет никаких ограничений на его использование. Я, во всяком случае, пока не сталкивался с тем, чтобы открытый код не был доступен по, допустим, IP. Если ты зашел из России, то этот код тебе недоступен. Но я пока не сталкивался с этим. Даже если это будет внедрено, то всегда можно найти способы обойти такое ограничение. То есть в данном случае, я думаю, вопрос немножко стоит поставить по-другому. Можно ли использовать программно open source продукты сейчас, вот на текущий момент? Можно, но осторожно. Вот как я упомянул, теперь получается, мы не уверены, могут ли быть внутри какие-то вшитые подарки или нет. Тут нужно отслеживать уже по каждому конкретному случаю. Не хочу нагнетать краски, но я привел пример того, что сам сейчас слышал, поразился такой дерзости насчет форматирования винчестера. Ну, соответственно, сделал для себя вывод, что, конечно же, теперь нужно очень аккуратно подходить к вопросам обновлений программных продуктов, которые в том числе лицензионные, от сторонних разработчиков. Но, опять же, если мы говорим об открытом программном коде, это означает, что его просмотришь не только ты, я, Петя, Сергей, Наташа и так далее, а просмотрит огромное количество, сотни людей, которые также ставят эти пакеты, и которые в том числе вовлечены в процесс разработки этих программных решений. То есть все равно это будет замечено, задокументировано, будет большой скандал и утрата доверия. Так что здесь, я думаю, не стоит сильно пугаться и прям отказываться от использования открытого программного кода в любом случае.
Еще вопрос от Виктора Андреевича. С метавселенной-то что будет? Тоже разделение? Вот, Ну, мне я кажется, хочу напомнить, что компания метавселенная Мета, в России очень сильно откладывается, да, так же, как... с учетом вот буквально свежих новостей, что компанию Мета признали экстремистской на территории Российской Федерации, я думаю, что интеграционные процессы с метавселенной на некоторое время откладываются. Да. Виктор Андреевич еще спрашивает, возможно ли создать онлайн-базу, доступную всем, где будет расписана вся продуктовая база страны? Например, сколько сахара в стране в конкретном месте, какие запасы на складах и так далее. Ну, на самом деле это модель стартапа, то есть давайте вспомним пример 25-летней давности, как циркулировали автобусы городские. Они просто ездили по примерному расписанию, и все было на совести, скажем так, водителя. То есть человек мог задержаться, попить чай, уже маршрут задерживался на 10 минут и так далее. Да? А позже что произошло? Произошло внедрение современных технологий, ставится маячок, который по GPS определяет координаты, грубо говоря, автобуса, да, или транспортного средства, и можно через базу данных, через приложение прочертить маршрут и примерно рассчитать, когда подойдет, грубо говоря, номер транспорта общественного. Соответственно, это было внедрено, опять же, представьте, это можно сделать на уровне, допустим, муниципального транспорта, которое находится в ведомстве городского, я не знаю, как это называется, структура, но, грубо говоря, то, что находится в ведении государственного учреждения. Минтранс, да, наверное, что-то в этом роде. То есть это будет распоряжение свыше по установке таких датчиков. А если говорить, что в рамках города циркулирует маршрутка с водителем из ближнего зарубежья, который плохо говорит по-русски, и у него накурено и так далее, ну, такой человек... Сейчас, кстати, в этом отношении как-то регулирование в городах, мне кажется, ужесточается, и ситуация выправляется. Но я хотел сказать, что, во всяком случае, город, в котором я живу, такая проблема была. То есть общественный транспорт ходит замечательно, но получается, вот эти маршрутки, я, извините, наверное, немножко отвлекся, да, это не совсем интересно. Нет, но на самом деле, действительно, когда вот, например, в Москве вот эту систему ввели, да, и где мой автобус, это правда, это просто это поменяло всю ситуацию. Вместо вот этих вот замерзающих школьников там по 40 минут утром и в обед там этих пожилых женщин, да, которые, и мужчин, которые едут в поликлинику, в общем, вот эти все очереди, они исчезли просто разом, потому что люди могли смотреть, и, конечно, те, кто помоложе, те и старшему поколению тоже, да, там передавали сигналы, во сколько надо выйти, когда будет. Это действительно замечательная вещь. А вот такие вот склады, вот, Жень, как ты все-таки... Да-да-да, вернемся к этому вопросу. То есть, или пример Яндекс.Такси, грубо говоря, когда, в принципе, нелегальных этих всех бомбил, выжили с рынка, и это замечательно, потому что человек, таксист, он вынужден ради рейтинга соблюдать правила, быть вежливым и так далее. И вот возвращаясь к вопросу нашей уважаемой зрительницы, да, можно сделать технически, но для этого вы просто представьте, сколько точек вообще складов, сколько разного уровня магазинов существует в нашей стране, тысячи, десятки тысяч их, и чтобы внедрить такой проект, нужно в обязательном порядке заставить, вот как кассовый аппарат появился, ты по закону не имеешь права продать что-то без выбивания чека. Это закон. Или будет большой штраф. Вот если на таком уровне будет внедрено требование по установке определенного программного обеспечения, которое будет работать с программой по учету складов, а их много разных программ, то есть тут опять интеграция. Я думаю, что на самом деле такая затея, она, ну вот в принципе, с другой стороны, есть же сеть по аптечным товарам, может быть, в плане продукции тоже будет что-то разработано. Ну, здесь сложности заключаются именно в интеграции с системами учета складов. Но тут нужно изучать более подробно. Возможно, эта система унифицирована и существует 2-3 игрока на рынке, и достаточно написать интеграцию с ними, с этими программными продуктами по учету складов.
склад, в общем, грубо говоря, по товарам. И в этом плане можно будет тогда в обязательном порядке внедрить. Но вопрос, нужно ли это, потому что наши бедные предприниматели… А вот Виктор Андреевич, он защищает эту идею, он пишет, эта идея много айтишников загрузит работы, но вот ведь он же прав, это же могло бы быть таким прям государственным большим таким проектом и действительно обеспечить людей работой. И мне кажется, что любой такой вот большой глобальный проект, особенно в сегодняшних условиях, это же перспектива на следующий проект, это создание рабочих команд, правда? Это приобретение какого-то нового опыта. Понял. Да, конечно, Мне но кажется, здесь нужно исходить из целесообразности такого внедрения, то есть насколько это действительно критически важно. Да, вопрос удобства, я согласен, да. Начинать можно с каких-нибудь, допустим, торговых сетей, крупных гипермаркетов, у которых централизованная система управления. Зачем маленький ларек брать? В целом идея хорошая, когда, допустим, можно, окей, Google могут запретить, да, там, окей, Алиса, я хочу купить булку хлеба. И человек в 2 часа ночи получает маршрут к какому-нибудь ларьку близлежащему, ему удобно будет, я думаю, да. Но для этого нужно, чтобы у хозяина ларька была внедрена эта программа. И с другой стороны, представьте, опять же, возвращаясь к примеру хлеба, было загружено 200 булок хлеба. Продавец, женщина 50 лет, грубо говоря, которая не сечет в компьютерах, она… Как будет производиться учет, грубо говоря, товара на текущий момент? То есть это ли к каждому товару какой-то чип, и на этикеточку вешать, и при сканировании, при продаже этого товара? По идее же есть же учет, вот учет товаров. А может быть, через кассовый аппарат можно как-то… Ну да, решение. Просто сейчас мы не будем фантазировать. Пропикали там молоко, и оно в этой программе сразу же ушло. Безусловно. Можно найти решение. Это хорошая идея. Да, вот коллективный интеллектуальный труд. Мы придумали вообще просто… Главное получить соответствующее финансирование, конечно же, и понимать, насколько это востребовано будет. То есть нужно ли это людям, самое главное. Но идея хорошая, да. Максим Мухин, вот он делает такое замечание. Будем сидеть на Asta Linux, на ПК Байкал и использовать маршрутизаторы от Security Code. Такое мнение. Ну, поживем, увидим. Конечно, сейчас мы находимся в тех условиях, когда при большом желании наши западные партнеры, в кавычках, могут нам большую, скажем так, неприятность сделать. Ну, пока этого не произошло, нужно использовать время, которое бесценно для того, чтобы найти какие-то решения альтернативные, безусловно, да. Аватар. Приветствую, уважаемые ведущие. По онлайн-базам, где расписана товарная база, сейчас это решается с помощью блокчейна. Замечательно. Да, действительно, блокчейн – это именно та технология, о которой, кстати, на Медиапро неоднократно поднимался этот вопрос. Я лишь могу порекомендовать посмотреть те видео, где этот вопрос поднимался. Но говоря сейчас, да, безусловно, блокчейн – это уникальная технология, которая, в принципе, упрощает процессы взаимодействия, выстраивания взаимодействий. То есть, грубо говоря, можно, в принципе, решить много проблем, и нотариус, например, перестанет быть нужным, такая профессия, как нотариус, потому что все будет в блокчейне, и обмануть как-то систему не получится. Вопрос лишь в том, насколько это возможно в текущих реалиях и нужно это внедрять, потому что, опять же, помните, как в Англии было движение луддитов, которые портили на фабриках станки для того, чтобы не лишиться рабочих мест. То есть, когда автоматизация процессов пошла, люди, грубо говоря, в факториях лишились своих работ, своей работы, и они занимались тем, что протестовали против прогресса. То есть, самый простой пример – это кассиры, которых стало гораздо меньше в магазинах. Сейчас у нас в России, во всяком случае, не знаю, как в Европе, касса самообслуживания. Подносишь штрих-код к сканеру, система сканирует, ты платишь карточкой, все, загрузил, ушел. Кассира 10 касс, 2 функционируют, 8 пустых. То есть, да, здесь похожая, да, ситуация, но, правда, не в продуктовых, а вот, например, в строительных.
И вот Виктор Андреевич, он правильно, мне кажется, пишет, то, что им интересно, нефть, газ, никель, они четко отслеживают. Но да, действительно, продукты питания, лекарства и так далее, это нужно людям. Вот действительно интересно, пошли ли бы все-таки они на такие меры, чтобы позволить людям построить те базы, которые действительно нужны. Ну, потому что, конечно, замечательно там что-то там рассказывать и щеголять, да, там чем-то перед людьми, но ведь на самом деле пока все вот эти вот базы, да, в том числе вот что я обсуждала, да, например, эту вот систему госуслуг, это же все в пользу государства пока. Да, Для людей безусловно, же нет ни одной гигантской базы, которая может принести пользу всем и каждому. Ну хорошо, да, автобусы, но и то, видите, вот вы говорите, что не во всех регионах России эта система внедрена почему-то. Ну, опять же, все упирается в финансирование, потому что такого плана реформы они требуют. Решение, Жень, но не финансирование, а решение. Значит, правительство государства, да, не считает нужным вкладывать деньги в те решения в сфере IT, которые могли бы приносить конкретную пользу каждому конкретному человеку. Анет, ну вот тут я хотел бы уточнить, сейчас речь идет о конкретном примере с GPS в плане транспорта, или ты в общем говоришь? То есть... Ну, я в общем говорю, ну, а кроме вот транспорта, ну, а что еще было? Вот к примеру, ведь, например, да, вот система в поликлиниках, она же абсолютно никакого развития такого, ну, технологичного, к примеру, она не получила. У нас как клеили на карточке умерших новый листик, и на него писали твое имя, да, когда ты переезжаешь, там, меняешь место жительства в поликлинику, это же до сих пор так и выглядит. Ну, у нас в Краснодарском крае в этом отношении довольно-таки большие позитивные шаги. Конечно, у нас в поликлинике есть электронная очередь. Подходишь, как в банке, меню, выбираешь кнопочку «Запись на прием к врачу», выбираешь дату, система смотрит и сверяет, такая-то дата занята или нет. Выбираешь время свободное, печатается талончик, все, Да, ты такую я записался. видела штуку, да. И самое главное, что лично чему я был очень рад, что все данные, медицинские анализы пациента хранятся в общей базе данных. То есть, по большому счету... есть к ней доступ лично у Нет, тебя, у меня как нет. у пользователя? Честно говоря, не изучал. Может быть, в личном кабинете на сайте Минздрава, грубо говоря, есть такой раздел. Вот ты знаешь, спасибо тебе большое за... Это интересный вопрос, нужно будет заняться изучением. Да, но потому что вот именно в этом разница, да, как бы база-то для кого? База для врачей, Анет. Ну, врачи сегодня это, по сути, представители государства. А вот если человек не может там домой прийти, открыть кабинет и проверить там результат анализов, и из дома там со смартфона, да, назначить себе дату и так далее, значит, тогда получается, что эта база, она пока еще не работает. Да, вот я, например, менял, скажем так, одну поликлинику на другую в разных городах, и база данных не была синхронизирована. То есть... Возможно, пока на текущем уровне, все еще в процессе внедрения, эта база данных хранится в рамках конкретной поликлиники для того, чтобы врачи не бегали, не посылали медсестру, да. Медсестер, да, за карточкой. Открыли компьютер, посмотрели. Пока так. Через несколько лет, я думаю, будет более глобальная база. Ну, Жень, вот скажи, пожалуйста, если к тебе бы там пришли бы, да, и сказали, в общем, Женя, значит, бюджет совершенно неограниченный, никакого вмешательства в работу твоей команды не будет, нужна, значит, база поликлиник в таком виде, чтобы, значит, человек всегда имел доступ к своей онлайн-карте, чтобы ему приходили там оповещения, там, то, что мы обсудили, анализы, там, результаты и так далее. Там, допустим, та же очередь в больницу, у нас же тоже с этим бывает вопрос. Сколько бы тебе потребовалось бы времени, чтобы эту базу создать? Анет, ну вот вопрос... честно скажи, ну сколько? 3 недели? Ну ты что, конечно же нет. Это, во-первых, нужно исходить... 6 месяцев? Этот вопрос вообще невозможно на него ответить. Почему? Потому что, во-первых,
Во-первых, нужно написать техническое задание. Кто его будет писать? Ну, наверное, нужно специально человека или команду даже нанимать, потому что предварительно нужно Да, провести а тебе сказали, исследование. нанимаешь кого угодно, вообще всех специалистов, которые тебе Но ограничены. невозможно дать примерную оценку ни по времени, ни по бюджету для таких масштабных проектов. Это невозможно. Я же не могу придумать эти цифры. Они должны опираться на определенные вводные данные, чтобы, то есть, вот ты говоришь, Женя, сколько тебе и команде твоей нужно времени, чтобы это разработать? Ну, во-первых, я думаю, что здесь нужно писать не одной командой, а их подключать несколько, формировать, скажем так, команду, большую команду специалистов и определять роли, кто чем будет заниматься. Да, я Это понимаю. первое. Да, для того, чтобы это сделать, нужно подготовить техническое задание. Оно формируется исходя из общих поставленных задач. Чтобы их определить, нужно проанализировать, в каком состоянии это все находится. Вот у нас в Краснодарском крае, как я рассказал, все хорошо, а где-нибудь, допустим, в другом регионе вообще этого нет, к примеру. И, соответственно, это огромный массив информации, предварительная работа, которую нужно провести только для того, чтобы понять вообще масштаб внедрения. И Ну, значит, пора исходя ее из этого, начинать. это не вопрос, Анет, 3 недель, это вопрос годов, наверное. Ну, хорошо, но пора же начинать. Главное же, чтобы начали, а пока вот, к сожалению, не слышно, потому что ведь в этом же тоже очень много возможностей. Есть же даже ряд вопросов медицинских, которые возможно решить с пациентом онлайн. Так и делается. Например, анализы в платных лабораториях, они приходят на e-mail. Не нужно идти за результатом. Да, но можно даже и консультацию какую-то получить, имея какое-то определенное состояние от врача онлайн. И уже ведь созданы подобные сайты, такие ассоциации врачей. Вот я вот лично прямо изучала сайт такой американской ассоциации. У них есть определенный, значит, набор там симптомов и предысторий, когда они готовы пациента, его случай рассмотреть онлайн, например. Это есть. Ну да, конечно, разные секторы экономики требуют современного и свежего решения, поэтому медицина, логистика, это все очень имеет большое значение, но на текущий момент, я думаю, мы должны сейчас закрыть те бреши, которые образовываются в процессе деглобализации, это прежде всего, а потом уже идти либо параллельно развивать это направление. Да. Но опять же, это наше желание, а как это будет на практике реализовано, зависит от правительства страны. Да, и вот эта часть, она… Вот сама новость, сама по себе новость, что Россия будет создавать благоприятный экономический фон для развития IT-отрасли, она очень размыта, потому что, исходя из этой новости, непонятно абсолютно ничего. IT-отрасль – это гигантский пласт информации и куча разных направлений, начиная от кого угодно, начиная от разработчиков сайта и заканчивая проектировщиками баз данных и так далее, грубо говоря, дизайнеров и так далее. Виктор Андреевич спрашивает про внедрение цифрового паспорта. Забыл, как называется в Европе, с обязательной вакциной. Пару слов. Судя по развитию IT в Германии, до этого очень далеко. Да, до этого очень далеко. Но, Виктор Андреевич, вы знаете, любую здесь сеть IT заменят люди, потому что тут не нужен никакой цифровой паспорт, понимаете? Тут любая продавщица, просто каждый у тебя там спросит этот паспорт, ты никуда не пройдешь, не войдешь. Здесь с каким-то просто вожделением люди начали там требовать показать вот эти, значит, паспорта вакцинации, да, и причем, паспорта вакцинации тут выглядят, реально такая книжечка желтенькая, и многие их не берут с собой. Во-первых, она может помяться, во-вторых, люди ее забывают. Но, как правило, у всех есть картинки. Так вот эти картинки, да, человек, допустим, официантка в ресторане, она их у тебя не примет. Она скажет, нет, значит, нужен оригинальный паспорт. Поэтому, Виктор Картинка, Анет, имеется в виду QR-код, да? Нет, фотография вот этого желтого паспорта, да, твоего. Ты показываешь, ты говоришь, я забыл, я не взял. Я понял, да. Вот у меня есть фотография, тебе говорят, нет, нужен оригинал. Это немецкая, да, я понял, особенность.
слежения, да, по сути, вот эти там QR-коды какие-то навороченные, они здесь были какой-то период, но, кстати говоря, их особо не проверяли, потому что постоянно везде все глючило, в общем, все предпочитают бумажками, через бумажки друг с другом общаться, в общем, здесь ничего не надо, люди все сделают. Сейчас очень много крадунов в магазинах, которым сходят с рук все делишки. Мне кажется, тестируется какая-то система по отслеживанию, анализу, прогнозированию действий физических лиц. В основном это в ФЕД. Ну, конечно, по прогнозированию действий физических лиц система. Ну, скорее всего, да. Это же уже, в принципе, в Китае внедрено на уровне считывания эмоций. То есть... в федеральных сетках, да. Имеется в виду, что и в России тоже вполне возможно. Ну а как? Ну если есть камеры вообще везде, можно отслеживать все что угодно, любое поведение. Да, но нужно учитывать, что у нас процентов, ну, какой-то процент, я не берусь подсчитать, определенный процент населения ходит в нужник на улицу, и в крупных городах будет, конечно же, использованы, внедрены современные технологии, а в маленьких населенных пунктах, ну, там даже камер нет, по большому счету, кто будет заморачиваться. То есть это уже немножко другая тема. Поглощение городов и вымирание деревень, по большому счету. Нет, здесь вопрос в контроле населения через вот эти системы, через камеры, и вот в прогнозировании их вот, ну, социального поведения. Ну, тут, к сожалению, нужно готовиться к худшему. Анет, как ты думаешь? На примере Китая, где уже, в принципе, насколько я слышал, внедрена система, которая анализирует определенные поведенческие факторы, как то, например, человек, если нервничает, он как-то семенит или дергается в процессе ходьбы. И система уже аларм направляет, как бы звоночек тревоги, что обратите внимание на этого гражданина. Я слышал, что такое у них внедрено. Насколько это правда, не знаю, но технически, в принципе, если это рассудить, современные технологии могут позволить обрабатывать такой массив информации в силу тех же алгоритмов, то есть обработка данных, считывание, соответственно, проверка на какую-то поведенческую модель. Но опять же, смотрите, здесь эта модная болезнь, не будем называть ее полное название, она подразумевает ношение интересных повязок на лице. Да. И таким образом лицо скрыто. Но, с другой стороны, напомню, что когда были несколько лет назад волнения в Беларуси, нашей соседней, то айтишники смогли вычислять скажем так, стражей порядка по глазам, даже если их лицо было скрыто. Я такую информацию в новостях читал, где анонимизировали человека, что вот это он, который там занимался разгоном оппозиции, грубо говоря. То есть уже получается, даже маска не всегда спасает. Но тут все зависит от, я думаю, внедрения в каждом конкретном городе или государстве. Вот раньше, буквально лет 13 назад, это я только статью прочитал 13 лет назад, то есть эта система по видеослежению была внедрена в городе, в ЮАР, кажется, Дурбан, я не помню точно, не Йоханнесбург. Йоханнесбург – это, конечно же, самый криминальный город, наверное, в Африке. Кажется, в Дурбане. И результат внедрения камер наружного наблюдения привел к тому, что преступность снизилась в очень какие-то там большие показатели, потому что просто сидели люди, которые, как вахтеры, грубо говоря, отслеживали все, что происходило тогда с теми технологиями. И оперативно реагировали на нарушения. А сейчас, конечно же, это все автоматизировать можно и сократить издержки. Поэтому вот то, о чем спросил наш уважаемый зритель, да, нужно готовиться к худшему. Это цифровой тоталитарный лагерь, конечно же. И ковид, я думаю, первый звоночек для отказа от наличности, чтобы мы переходили на безопасные способы взаиморасчетов, то есть не цифровые деньги, потому что под цифрой, извиняюсь, подразумевается крипта. В данном случае речь идет о цифрах, да, на счету у нас, когда мы через банковское приложение пользуемся. То есть... Да, и которые можно заблокировать себе просто там в любом момент. Да, именно так.
Извините, что-то пошло не так. Вывести ты их не можешь, как сейчас вдруг выяснилось, да? Сейчас на Украине какие новоделы в IT-технологиях тестируются? Расскажите, пожалуйста. Мы знаем, что вы знаете. Я не знаю, почему Виктор Андреевич решил, что я знаю. Да, ну, я прошу прощения, возможно, вас моя фамилия смутила. Я уроженец Краснодарского края, и в этом отношении, конечно же, не могу знать, что конкретно в Украине делается в сфере IT. Опять же, сфера IT слишком обширная, и если можно, уточните, пожалуйста, о чем конкретно вы хотите спросить, какие технологии конкретно. Я, возможно, что-то слышал, но не являюсь инсайдером, скажем так. Жень, ну мы уже 1:20 в эфире. Мне кажется, что мы на самом деле затронули вообще с тобой несколько очень интересных тем. И, может быть, мы с тобой подготовим и выйдем еще раз. Я бы с удовольствием большим бы это с тобой сделала. Анет, с большим удовольствием. Да. Я хочу, знаешь, присоединиться, да, к твоим словам о том, что все-таки человеческий ресурс на планете, он самый важный. И, конечно, все отдают себе отчет в том, что IT-технологии – это наше будущее. И кто-то может в этом увидеть цифровой лагерь, да, кто-то в этом может, наоборот, увидеть какие-то возможности для людей, облегчение их жизни. И я хочу тебе сказать, что я думаю искренне, что ты работаешь в очень важной сфере. И я поняла, что я не смогла понять, да, то я прочувствовала, насколько сейчас нелегко стало в этой сфере. И ты знаешь, Жень, я уверена, что точно так же и там, ну, вот как ты привел, да, в пример эту компанию, например, в Чехии. Но я думаю, что есть и американцы в Америке, для которых тоже, да, эта ситуация оказалась и неожиданной, как и для нас, и сложной для бизнеса, для продолжения их карьеры, для развития. Я думаю, что сейчас люди в разных точках планеты, которые ищут способы переориентироваться, как-то перестроить свою работу, научиться обходиться без старых связей. И, Жень, я хочу тебе пожелать удачи, потому что ну, вот она нужна тебе. Это та вот технология, я даже, вот пока мы с тобой не списались, я даже не отдавала себе отчет, насколько все важно, все серьезно и насколько у вас сейчас горит земля под ногами. Анет, благодарю тебя от души за прекрасный стрим, за то, что ты всегда, как лучик света, даришь нам прекрасное настроение и всегда задаешь тонус всем людям, которые смотрят и которым не безразлична наша жизнь, как она именно будет развиваться в обозримом будущем. И я считаю, что такие стримы очень важны, поскольку они на твоем канале затрагивают разные аспекты. Я, когда мы с тобой только списались, назвал это одним словом – здравомыслие, потому что речь идет именно о том, какое место человек занимает в этой жизни. Вот это философия, по большому счету, и благодаря гостям, которых ты приглашаешь, все эти аспекты поднимаются в той или иной мере, поэтому вот я извиняюсь, как бы закончить мысль хотел, то есть философские вопросы очень важны, потому что каждый человек, если мы не говорим о каком-то простом гедонизме, потреблении, да, каждый человек задумывается, для чего он живет, как улучшить мир вокруг себя, какими инструментами. И помимо непосредственно внесения улучшения в свой быт, а что можно бы сделать такое, чтобы помогло и людям вокруг. Или, например, какие-то сложности, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, как их преодолевать и так далее. Вот эти все вопросы, они в той или иной мере затрагиваются, и я с большим удовольствием послушаю следующих гостей, которые придут на стримы к тебе. И поэтому со своей стороны также хотел пожелать тебе удачи. И я думаю, что в данном случае та удача, которую ты мне пожелала, мы ее распроецируем на всех айтишников, потому что она нужна всем. Так же, как я хотел со своей стороны пожелать удачи лично тебе, а также всем русскоязычным нашим дорогим людям, которые находятся за пределами Родины. И мы с вами, мы вас помним. Я хочу сказать, что вы, это, в принципе, авангард русской культуры там, потому что благодаря тому, как вы себя ведете, подаете и взаимодействуете,
Именно такое отношение у людей складывается. Если люди будут себя преподносить наши правильно, то никакая пропаганда не сможет сломить, скажем так, добрый настрой местных жителей, например, в Германии или в Италии, либо в какой-либо другой стране, потому что человек скажет: нет, я знаю, вот у меня прекрасная коллега или соседи замечательные, так что это все неправда. Вот на этой доброй ноте, наверное, как-то будем Да. завершать. Спасибо большое, Жень, тебе тоже за теплые слова. И спасибо всем, кто нас посмотрел и кто посмотрит еще в записи. Желаем всем удачи. До свидания. Всем большое спасибо, Анет. Дорогие зрители, всем всего хорошего. До свидания.